блядь, вот что вы рвете? Я ж полиция, я ж полиция, я ж полиция. Эй, мусорок! Ты реальный чувак, я заметил. Тебе принесли, конечно! Фуражку тебе принесли! Я тебя достану, блядь, ты меня понял, нахуй? Я ж полиция, я ж полиция, я ж полиция. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Шавлюк на канале Юрексперт. И сегодня мы продолжаем нашу тему о продажных оборотнях. А как вы считаете, какие главные качества, которыми должен обладать настоящий милиционер? А также расскажем вам о тех стопроцентных доказательствах, которые существуют в материалах дела. Да-да, друзья, и это не просто доказательства, это видеодоказательства, которые подтверждают, что моя жена и я ни в чем не виновны, а именно моя родная жена законным способом приобрела свое имущество. Это означает, что она ни в чем не виновна, это раз. И второе, что все, кто писали на нас заявление, являются никем иным, как преступниками. А именно, они, зная об этих доказательствах, поскольку видео было сделано в их присутствии, об этом мы поговорим позже, в преступном сговоре с работниками полиции решили возбудить уголовное дело. При этом их уведомлялось о том, что в соответствии со статьей 383 Уголовного кодекса Украины они несут уголовную ответственность за заведомо неправдивое уведомление о совершении преступления. Кстати, те лица, которые писали заявление на мою жену, очень хорошо видны на этом видео. Как вы понимаете, дорогие друзья, оборотням в погонах, а также судьям, которые выносили заведомо неправосудное решение путем злоупотребления своей властью, светит тюрьма. Ты посмотри, оборотень какой. Так что обязательно досмотрите наше видео до конца, чтобы знать всю правду, как на семью правозащитника решили повесить уголовное преступление продажные менты. Друзья, для всех наших зрителей и подписчиков у нас есть очень хорошая новость. Многие из вас жалуются о том, что сегодня в Украине негде заработать. И многие из вас действительно правы. Но для тех, кто не хочет сидеть сложа руки и хочет развиваться, мы рекомендуем канал, который вы видите у себя на экранах. Изменив свое мышление, вы сможете добиться всего, чего хотите. Ссылочка на канал наших партнеров, как всегда, есть в описании к каждому видео. Уж поверьте, перейдя на него и подписавшись, вы не пожалеете. Друзья, YouTube очень сильно не любит правду, поэтому все наши видеоролики также публикуются в нашем телеграм-канале, ссылка на который будет в описании под этим и другими видео. Чтобы всегда оставаться с нами на связи, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Кстати, в этом телеграм-канале мы также публикуем очень много действительно качественных документов в формате Word. Каждый желающий может их скачать, вписать в них свои данные и на первом этапе самостоятельно защитить свои права. Ведь, как показывает практика, иногда достаточно правильно оформить документы. Как мы уже уведомляли ранее в своих видео, дело было возбуждено за $1000, о которой уведомляла сама же потерпевшая. Доказательством этих слов есть то, что очень быстро работница полиции, а именно следователь Козловская Виктория, внесла это заявление в единый государственный реестр досудебных расследований, то есть возбудила уголовное дело. А теперь маленький факт. Все адвокаты очень хорошо знают, что любое заявление, которое попадает в полицию, они рассматривают. А тут внимание, дорогие друзья! В соответствии не с уголовным процессуальным законодательством, а в соответствии с законом об обращении граждан. И адвокатам, в том числе нашей адвокатской компании, приходится обращаться
к следственному судьи, чтобы оспаривать такие действия работников полиции. И как всегда, следственный судья выносит решение о том, чтобы полицейские внесли. А тут прям вуаля, сразу, без никакой проверки, возбуждается уголовное дело. Фантастика, не так ли? Обязательно напишите свое мнение по этому поводу, друзья. Будет интересно прочитать. Чого ти так говориш? Я тебе сказал, вызывай ответственного. Ти не тикай! Ты не тыкай! Ти не тикай мені! Ответственного вызывай. Визивай! Тобі надо, тобі визивай! Потом эта вот 23-летняя следовательница Козловская Виктория чудом переходит в управление Винницкой областной полиции, где сейчас работает следователем. Оце позатонірують окна, ні хрена не видно, хто там, що там. Что, не видно тебя, да? Я специально еще шумоизоляцию поставил, чтобы вы меня, мудаки, не слышали. Мудила! А несколько дней тому назад следственный отдел Винницкой области забирает, причем без никакого постановления, это дело в районных следователей. Как вы думаете, почему? Вот и мы думаем, дорогие друзья, что у них есть два варианта развития событий. Первое – это подделать какие-то документы, либо совершить иные преступления против моей семьи, или же исполнить закон и закрыть уголовное производство, поскольку там есть исключительно гражданско-правовые отношения. Самое страшное, дорогие друзья, что мы сейчас не можем предоставить следствию это видео, поскольку мы даже не знаем, где дело. Точнее сказать, у какого следователя областного следствия, так как юридически оно пока что числится за следователем районного отделения полиции. Тогда возникает вопрос, что областное следствие будет делать с этим делом, ведь изъято оно незаконно. Обращаем особое внимание, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины изъять уголовное дело в следователя возможно только по постановлению, которое должно быть погоджено прокурором. Вот как кое-какие особи национальной полиции Украины, которые живут за наш с вами счет, за денежки, фабрикуют уголовные дела против своих же граждан. И не только граждан, но и знанных в обществе правозащитников и политиков. Сука, у тебя запах, ты что, пил? Так не, ну это от вас запах. От меня? А, ну да. Кстати, друзья, мы работали и при Януковичу, и при Ющенку, и при Порошенку. Ни при одном президенте не было такого полного беспредела и анархии. Хотя и тогда мы конструктивно критиковали власть. То есть мы не только говорили, чего делать нельзя, но и говорили власти, что нужно сделать. Судя по всему, полицейские до сих пор не понимают, что своими действиями они делают не просто преступление, они подогревают международный скандал, а именно, как в Украине душат и давят всеми возможными способами на правозащитников, которые всегда стояли на защите прав граждан и отстаивали Конституцию нашей страны. Все нормально? Точно? Как показывает практика, этот международный скандал просто так для Украины не закончится. Наша адвокатская компания требует немедленного публичного извинения от руководства Национальной полиции Украины, а также моментального увольнения всех причастных к этому делу работников полиции, которых мы считаем оборотнями в погонах. Вот он. Алкаш. Ай-яй-яй-яй-яй. Мать его так. Ведь именно они сфабриковали дело против меня и моей семьи. А значит, должны понести за это уголовное наказание. Продажным полицейским не место возле нормальных,
полицейских, которые действительно исполняют законодательство нашей страны. А многие из них в личных беседах просят нас довести это дело до конца и уволить всех продажников, которые работают в их системе. Що ти фонариком світиш? Та ні, знайшли ми тобі пістолет на стежці коло Ботшина. Подзвонили на гарячу лінію СБУ, зараз вони приїдуть, будуть виясняти. Хлопці, я вас прошу, ви дайте мені той пістолет, будь ласка, бо мене з роботи як пса виженуть. Вы спросите, дорогие друзья, какой же выход с этой ситуации? И что должна сделать власть, чтобы Украина в который раз не пострадала на международной арене? На самом деле ответ безумно прост. Они должны действовать исключительно по закону, а значит немедленно закрыть все сфабрикованные против меня и моей жены уголовные дела, или же предъявить нам обвинение и передать дело в суд, чтобы уже в суде журналисты и вся общественность увидели всю правду, как эти оборотни в погонах сфабриковали дело против меня. Був у селі, був петухом, приїхав у місто, став беркутом. Понятно, что для того, чтобы предъявить обвинение, нужны доказательства, которых нет и быть не может. Даже совсем наоборот, есть другие доказательства, которые как раз таки подтверждают преступления работников полиции, а также всей этой группировки. В том числе видеодоказательства, на которых видно, каким именно образом моя жена приобрела себе жилье. Кстати, еще задолго до нашего с ней знакомства. А в соответствии с Семейным кодексом Украины я никак не могу претендовать на ее жилье, поскольку оно было куплено не только до брака, но еще и задолго до нашей встречи. Видимо, так званых оборотней в погонах читать не научили, и они даже не понимают, что они пишут и какие дела они возбуждают, в надежде, что и это дело, как и все другие, им сойдет с рук. Но нет, друзья, такого не будет. И очень скоро вы все в этом убедитесь. Также мы знаем, что некоторым людям, которые поддерживают нас и делятся нашими видео, в личку пишут эти продажные полицаи. Знаем, что они угрожают вам, знаем, что они не хотят слышать правду. Но помните, мы с вами, и никто из вас не потерпит никакого увечья, потому что вся наша команда и все наши силы уже направлены на фактическую вашу защиту. Друзья, давайте вместе не дадим этим оборотням в погонах, которые чудом попали работать в национальную полицию, запугать всех нас. Что, кстати, невозможно сделать по своей природе. Нас пугали уже и прокуроры, и судьи, и даже Генеральная прокуратура Украины за правление Януковича. Так что запугать нас каким-то низкосортным полицаем будет невозможно. Очень скоро вся Украина узнает, какая преступная группировка работает, точнее сказать, зарабатывает деньги, фабрикуя уголовные дела против правозащитников и их семей. Специально для оборотней в погонах уведомляем. Да! И если завтра будет круче, чем вчера... За все ваши преступления вы будете не только скоро уволены, вы будете посажены в тюрьму. Если это не сделает теперешняя власть, это сделает следующее. Друзья, давайте вместе не дадим этим продажным полицаям нарушать наши с вами конституционные права. Для этого нужно обязательно подписаться на наш канал, поделиться этим видео со своими близкими и знакомыми, а также в своих социальных сетях, чтобы как можно больше людей знало правду. Ведь эта информация может защитить и других людей. Я ж полиция, я ж полиция, я ж полиция. Я ж полиция. Я ж полиция. Я ж полиция. С вами, как всегда, был ваш покорный слуга Александр Шавлюк, который ничего не боится и всегда будет защищать ваши права и отстаивать Конституцию и законы Украины. Мы не прощаемся с вами, а говорим всего лишь до свидания в следующих видео. Всем пока, друзья!